Ну, пожалуйста, прости. Теперь мы в Киото. Только приехали. Ехали 1,5 часа где-то. Быстро, кстати, приехали, если честно. С 3 пересадками. Сейчас мы идем в отель. Апартаменты у нас здесь. Там оставляем багаж. И дальше идем открывать для себя Киото. Один из самых красивейших городов Японии. Мы пришли на рынок Нищики. Тут, конечно, узко и сразу очень много людей, много еды. Очень сложно что-то выбрать, глаза разбегаются, все выглядит вкусно. Будем выбирать, каждого по чуть-чуть пробовать. Ну, такой рынок местный. В центре города мы сейчас уже в Киото. Так, купили что-то вкусненькое. Fish balls, рыбные мячики, рыбные что? Шарики, рыбные шарики. Нормально. Нож. Ну, это повкуснее будет, чем рыба. Я считаю. Мне понравилось очень. И последнее. Картофан. С маслом. А это уже другое дело, да? Ну, картошку не испортишь ничем. Так, купили кальмарика. Попробуем. Вкусно. Прикольно. Яночка с мороженым. А я себе заказал гёза с говяжьим вагю. И, между прочим, я в фэнси месте. Бэха мы здесь были, да? Не просто так. Вот, надо мне повесить мою фотку. Новая квартирка на следующие 3 дня. Это у нас кухня. Это у нас, слава богу, separate. А здесь можно душ принимать сидя. Уф. И это еще не все. Там еще что-то есть? У нас футоны здесь. Мы можем в японском стиле себе стелить. Очень много кнопок. Мне кажется, там встроенный Wi-Fi. Школьники идут в школу, а мы идем в супермаркет брать завтрак. Первое утро в Киото. Очень свежо на улице. Мы чуть пораньше встали, чтобы попасть на Тори. Нам с погодой сильно везет, по идее. Только за здоровьем не очень. Я уже иду на поправку, а Яночка говорит, что она заболевает. Пришли пораньше, но не так рано. 8 утра. А туристов уже много. Расскажу вам один классный лайфхак. Сами придумали. Чтобы сделать красивые фоточки на пустом Сан-Тон-Тори, нужно фотографироваться там, где все спускаются. Получается, есть два параллельных коридора, по одному поднимается, по другому спускается. По тому, который поднимается, он весь полностью забит, а тот, по тому, который спускается, он, смотрите, полностью свободен. Это и лайфхак Яночки. Это она придумала. Не благодарите. Мы идем дальше вглубь. Здесь Тори уже побольше, пространство побольше.
между ними. Там другие блогеры в YouTube говорили, что чем дальше идешь, тем меньше тоже людей. Поэтому это, наверное, лайфхак номер 2. Мы устроили мини-привальчик. Заказали себе чай. Немного подмерзли, хотим горлышко разогреть. Вот и чай купили. Здесь очень мило, возле ручейка. Тут у нас, к сожалению, не получилось поставить гуйшины в наши блокноты, но мы получили зато у одного дяденьки печать, и он нам написал красиво на японском, что это Киото, и написал имя своего бога. Я не помню, что за бог, и мы не поняли, какая у этого бога функция, но выглядит круто. Все, идем кушать. Мы все закончили с этим местом. Мы пробовали здесь 3 часа, уже к обеду здесь очень много людей. Прям толпами ходят, поэтому, да, на самом деле приходите пораньше. Все, будем идти кушать, время обеда. Яночка нашла какой-то удон ресторан, пойдем туда. А в заведении мест пока нету, сидим в очереди. Всегда забито, но перед рестораном всегда есть места ожидания. А еще, так как сейчас солнце палит, нам дали зонтик, чтобы мы не сгорали. Вкусно? Очень вкусно. Идем к самому большому храму в Киото. Здесь такая толпа, если честно. Очень много людей. Рыночек маленький со всякими часиками. В старом городе. Места тоже очень много, имеется в виду школьников. Школьников с экскурсиями. Я думаю, немного поуютнее будет тут. Мы тут в Киото. На заднем дворике сидим, чай пьем. И не просто чай, а матча-чай. Матча-латте. Матча-латте. Настоящие. Не то, что вы там в Старбаксе всякую фигню пьете. На самом деле самое вкусное. Я обычно не люблю матча. Это вот популярная улица с видом на храм. И все вокруг фоткаются, все. На заказ здесь делать нечего. И обязательно позаглядывайте во дворики. Не на главных улицах только ходите, а именно во дворике, в магазины и дальше. Там самая красота, и там нет людей. Третий день в Киото. Сейчас мы заходим в бамбуковый лес Арашияма, вроде называется. Несмотря на то, что людей много, тут это как бы не мешает, потому что все время наверх смотришь. Здесь классно, мне нравится. Живописно очень. Мы покатались на лодочке, это было так классно. Было так свежо на речке, очень красиво все вокруг. Самое классное было то, что мы ехали, и к нам на речке подъехала еще одна лодка с едой. Это как типа киоск на лодке. Блин, очень классно было, там тоже можно было такие типа стрит-фуд покушать. Так, мы приехали в еще один храм. Отаги Ненбуцуджи, вроде так называется. И тут вот такие прикольные статуи. Это такие монахи, примерно полметра. Здесь все время музыка играет, колокольчики бьют. Здесь атмосферно очень. Вот вам еще один совет. Здесь очень красиво. Маленький бамбуковый лес такой. Вот. Пусто.
То же самое, да, на второй раз? У нас с тобой 21 день рамена. Challenge accepted. Мы приехали к Золотому храму. Вот он, очень красивый. Очень золотистый, сам светится, даже уже солнца нет, идет дождик. В общем, обязательно приезжайте, наверное, закат или на рассвет оно прям светится. А так вроде само по себе очень красиво. Да не вот оно так вот сделать. Нет, оно так вот. Типа, Не вот так вот, а вот так вот, снизу вверх. Да, оно так такие. Здесь есть люди, которые просто стоят на остановке и контролируют очередь и подсказано, какой автобус садится. А остановка-то вот совсем все закончилось, совсем маленькая обычная остановка автобусная. Людям нужен свой герой. Мы кушаем ранен суши. Киото, это в Японии, там где делают суши, там где море. Получается, это все свежее. И здесь кранчик с бесплатным кипятком. И чё? Ранен суши и ранен кипяток. Яночка, я уже шоплюсь. Ура! Что не надену, все сразу подходит. Хоть что я надену, главное размеры подобрать. И у них здесь все так автоматически работает. Кассиры деньги вообще не трогают, ты просто в автомат кидаешь денежку, она сама считает тебе и сдачи выдает. Вещи кладешь просто на стол, и она уже себе все штрих-коды сканирует. Гардеробная самое классное то, что после каждого человека в каждой кабинке полы моют. Я же самый классный сказал, за 3 вещи потратил 56 евро. Сегодня у нас последний день в Киото, и напоследок, перед отправлением в Хиросиму, я решил сбегать в Garden of Fine Arts архитектора Тадао Андо. Ну, это такой, типа, маленький музейчик. Самый главный художник здесь, конечно, сам архитектор. Приходите, если вы фанат архитектуры. Мы уже в Хиросиме, приехали на суперскоростном Шинкансэ, уже заселились в отель, немного отдохнули и вышли теперь в город. Идем к парку, мемориалу о трагедии Второй мировой войны, когда на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Мы идем по шопинговой улице Хондори, здесь в центре Хиросимы. До этого побывали в музее атомной бомбы или музей взрыва. Все, что сейчас вокруг, это все отстроено, все вокруг было выжжено. Конечно, грустно, что все это происходило. Люди не меняются. Мы в раменной, и нам снова повезло, мы за баром сидим. Правда, здесь не видно кухни, но все равно типа, за стенкой нам что-то там готовят. Делают магию раменную. Очень вкусно. Такие. Мне кажется, это самые лучшие звезды, которые я когда-либо ела. Так, Яна, давай. Мы за этой игрушкой. Вот сейчас когда... В сторону. Пойдем деньги менять. Ладно, пойдем пройдемся. Матч гол. О, я еще никогда не выиграл. Два. Я даже не понял. Случайно, да? Лохотрон. Это я по утрам. Это Яна по утрам. Класс, мне нравится. Еще. За беленький? Да. No. Нет? Там нужно знать систему, пусть. Там не все так просто. Это наш выигрыш сегодняшний. Я не скажу, сколько мы потратили, но выиграли пластик. И 3 подарка получили. И 3 1, подарка 2 и от 3. этих, да.
Пока Яна спускается, расскажу вам про сегодняшние планы. Сейчас мы все еще находимся в Хиросима и собираемся ехать на остров Хиоджима. Это такой священный остров, там священное все, там очень много храмов. Может, получится у нас какой-то гойшун собрать тот. А если он обрежет его, ты мне новый покупаешь. Нету у меня язык. Ну нету. Я возьму. Куплю тебе. Ну, пожалуйста, прости. Он как котенок. Нету. Ну, котенок маленький. Ну, хороший, а что ты купил что-то? Мы на острове Мияджима, и тут снова олени. И они такие хорошие и голодные. И мы даже не знали, что они здесь есть. Мы сейчас находимся в храме Дайшуин на острове Мияджима. Здесь снова такие маленькие монахи, они снова по-другому выглядят. И у них такие тибетейки или шапочки на голове, и они такие хорошие, тоже миленькие. Нужно умыть Будду, чтобы прожить. В данном случае этот Будда отвечает за долгую и счастливую жизнь. Когда мы приехали, эти тори были в воде. И сейчас, после отлива, возле него можно ходить. Мы сейчас спустимся туда и посмотрим вблизи на эти тори. По идее, прикольно, да? Мы буквально часа 4 здесь. И уже столько воды отлило. Здесь местами еще прям мокро. Но я вот сейчас прохожу под аркой. Я не знаю, надо желание запутаться или нет. Я не знаю почему, но часть, которую в воде, сейчас красят краской. А утром было много воды прям. Перемотать назад и вы увидите, сколько много воды было. Все, мы сказали Тори пока, Мияджиме пока. Едем обратно на главный остров, Хиросиму. Япония просто любовь. Мы уже чуть больше 1 недели тут, каждый день счастья. Честное слово, мы что-то кушаем всегда вкусное, что-то видим всегда интересное, новое. Культура какая богатая, люди какие хорошие. И каждый день не хочется, чтобы день заканчивался. Обязательно приезжайте в Японию. Лучше 3 раза не съездите в Турцию, но 1 раз в Японию. Это прям must-see для каждого человека, мне кажется. Яна, кто сейчас будет час спать? Мы снова в поезде, мы в Шинкансене. Едем сегодня в Такаяму из Хиросимы. Вот только что была первая пересадка в Осаке. Здесь очень много места. Здесь вот я сижу, поэтому могу вот так вот, как пацанки, улечься. Мы приехали в Нагоя. Наша последняя пересадка в Такаяма. Хотел вам рассказать, что здесь на платформах много всяких киосков, даже маленьких ресторанчиков, где можно, пока ты ждешь свой поезд, покушать рамены, даже там сделать кофе. А кофе делают такие классные роботы. Мы сейчас гуляем по городу Такаяма. Здесь такой маленький городок, всего 92 тысячи жителей. После миллионников городов это такой, типа, такая маленькая большая деревня. Ну и она выглядит как деревня, здесь такие маленькие красивые улочки. Все из дерева, все очень
компактно. Мы до этого побывали в старом административном здании. Там тоже посмотрели, как раньше жили. なめこマッシュルーム。OK。はい、OK。では、ビーフ、カミングスーン。OK。では、one。I'm sorry、ちょっとスモールになっちゃった。I'm sorry。 Начинай. Okay, this is mix. Микс. Ага. It's okay. Arigatou Okay. It's okay. Hi. Такаяма нас не очень любит. Мы вчера забыли купить билеты и решили сегодня на удачу, короче, сесть в автобус. Ну и не получилось, короче. Теперь у нас есть час, мы дальше гуляем по городу Такаяма и идем сейчас на утренний рынок. А, на улице 7 градусов, да, чувствуется, что мы в горах, что мы в Альпах японских, и у нас есть теплый чай. Сейчас я скучаю по своей курточке Патагония. Таскал, когда нужно, отправка на ЗАУ. У нас получилось запрыгнуть в автобус. Сейчас мы едем в Широколаго. Это село, которое внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Деревня такая маленькая, можно пробежать за часа 2-3. Осень уже такая цветная, прям такая уже. У нас автобус уезжает в 12:20, и дальше мы будем ехать в Каназаву. Трехкомнатная? Там еще даже диванчик есть. Вау. Мы сейчас в Каназаве, а Каназава славится своей рыбой, потому что Каназава находится на море. Сейчас мы гуляем по рынку. Рынок называется Омичи. Если вы окажетесь здесь, то обязательно попробуйте суши. А мы в отеле спросили, а какие нам суши взять? Они засмеялись нам в лицо и сказали, ну вы в Каназаве, говорит, вы не в Токио. Здесь суши везде вкусные. Поэтому мы возле отеля вышли в Ранен Суши. Да, мы можем подтвердить, в Каназаве очень вкусные суши. Первый кусок сразу такой обалденный был. Очень Вот. такие мягкие, прям там твердые.